И всем здравствуйте, мы находимся на глобальном сервере, у нас здесь 4-й сезон, и финальный босс, первая фаза сегодня заканчивается. Так как фазу, можно сказать, я пропустил, да, были жизненные обстоятельства, и времени у меня на это все не было. Команды я составлял на скорую руку, у меня здесь никакого результата выдающегося и даже близко к этому нету. То есть у меня урон серенький, средненький, и если вдруг у вас с другими командами, которые скидывали в группах, там, на каналах, да, которые выдают хороший результат, не получилось что-то, ну, может быть, у вас с моими командами, с моими кодами получится что-то получше. Попробуйте, я не знаю, может быть, вам это будет полезно. Я могу показать, сколько я набил вчера, у меня здесь было 6-е место. И команду горения я особо не настраивал, я использовал код, чуть-чуть там попробовал переодеть, ну и, соответственно, результат у меня слабый. Горение единственный раз у меня выдало 350, в основном 320 максимум. Причем, по-моему, что с Каспаром, что с Эричем, что с Чориком у меня, разницы практически не было. Призыв у меня совсем плохой, 400, там где-то 5, по-моему, 406 я максимум выдавал, хотя они должны ближе к 500 вроде как бить, поэтому, ну, как видите. Ледяной взрыв, вроде бы более-менее, единственное, что они должны бить, по-моему, больше. Столько набивает билдель плюс 2. Больше у меня не получилось. Команда разъедания тоже, с учетом наличия рейты, да, миллиард у меня где-то было 60 максимум, тоже слабенько. Тем более, что с Викуком вместо рейты у нас здесь человек набивал миллиард 160. Но у него там у Рука 77 ускорения. Он пожертвовал сильно критическим уроном, 77 ускорения выкрутил. Разбил вот этот сет, точнее, его вообще он не использовал. 2 кусочка сета по 2 кусочка на ускорение. И получилось 70. Я пробовал такой вариант, у меня ничего не получилось, у меня урон совсем маленький стал. Поэтому остался вот с этим вот шаблончиком плохим. И самая более-менее команда у меня получилась вроде бы, да, неустрашимых. То есть 575 для Живенев без пробуждения, это вроде бы неплохо. Итак, давайте я вам покажу. Вот. Так, вот он, по-моему, да? А, нет, не он. Да, он тоже, в том числе. Миллиард 200. Видим, да? Кстати, у него без ускорения. 24 ускорения, 392. Все тут у нас замечательно. То есть команда с Викуком у нас здесь молодец, молодцом. Единственное, что у меня Шмыгли гораздо хуже одета, просто гораздо хуже. Поэтому, возможно, дело не в Викуке, не в Руке. Сакредея у меня тоже заметно хуже одета. И видим, что даже Ацилия без пробуждений, и тоже пробуждений нету, и 588, то есть рано я похвалил свою команду. Вот ледяной взрыв, да, у меня, оказывается, набил более-менее. Тут у нас сбор, горение тоже выдало примерно мой результат. Видим 450, тут плюс 4, конечно. Например, вот наш Лильванис плюс 3, 514. Явно, что плюс 2 должна набивать больше 400 заметно. У меня, к сожалению, она на это не смогла. Она этого не шмогла. Здесь у нас видим 460, то есть такой же команды, грубо говоря, поэтому вот так вот. Тут можно похвалить мою команду. Здесь у нас 470 плюс 2, как я уже сказал, да, то есть это вопросики уже ко мне. Миллиард 150 с рейтой. И сбор уже с новой Аннелизис 340, она вместо Ацилии. Так, кто же у нас здесь бил? Вот, интересная команда с Викуком, хотя набила неплохо, но здесь вот такой вот нюанс. Я не знаю, как он так смог набрать столько параметров, при том, что он разбил сеты, и у него еще ускорение 77 набрано, то есть у него прям со снаряжением, великолепно получилось именно для Рука. Видим, да, 4 прокачки, 5 прокачек, 4 прокачки удачные, то есть, шикарно. Единственное, что с перчатками мне очень повезло. Но все равно результат отличный. 377 без второго пробуждения, то есть это уже опять вопросики ко мне. Здесь у нас опять вопросики ко мне. Хотя, я не знаю, Паксон плюс 2 сильно влияет, не сильно. 405. Лильванис без пробуждения, опять ко мне вопросики. Здесь как у меня примерно. И здесь, соответственно, я отличился в лучшую сторону. Я только не знаю почему. Может быть, какого-то артефакта нет? Да. У Настенки нет артефакта. В общем, поэтому, если вот этого вы увидели и вам все еще интересно, да, какие там у меня команды, как я там набивал. Инфернал, я думаю, здесь показывать особо нет смысла. Почему? Потому что он сам у себя на канале все эти команды показывал. Можете у него посмотреть.
Отличный вариант, 400 миллионов. Ну, здесь у него плюс 5 на 600 миллионов. Здесь у него плюс 5. Кстати, слабенько, по-моему. Ну, может быть, он уже не заморачивался. Зачем ему заморачиваться с такими показателями? Здесь 1 126 000 000. Сырмуша. Первая команда у меня здесь, это получается разъедание, да. Я ее взял с воронки, чуть переодел. Рейта. Все здесь у меня обычное. Видим, что плохие показатели критического урона. Довольно-таки плохие. Обычные шмыгли, обычная сакредия. Только в урон одета, критического урона почти нету. Рук более-менее, но урон вы уже видели. Ну и Джорн, соответственно, с ракушкой. Схема снаряжения вот такая. Тайминги вот такие. Я, если честно, уже даже не помню, откуда у меня взялись. Возможно, что у китайцев скопировал и на этом остановился. То есть я эту команду не изменял, не улучшал, не пытался. В общем, что есть, то есть. Набивает 1 100 000 000. Ой, 1 100 000 000, 1 60 000 000 они максимум набивали. Вторая команда у меня команда дикости с чёрок. Не знаю, почему они меня так слабенько бьют. Вроде бы снаряжение более-менее. 17,1 секунды, потому что цикл. Потому что все-таки у нас здесь есть ускорение, баф с схватки в осаде. Мы ее сейчас используем. Тайминг я уже показал. Расстановку я сделал вот такую. Может быть, в ней дело, не знаю, я особо не разбирался. И как вы видели, они у меня 350 максимум набили. Синарел вот такой, с посохом. Здесь у нас Каспар на уроне. Вроде бы неплохие характеристики, но и мне это не помогло. Чорок у нас здесь вот такой и такой. И Флора вот такая. Ну а Фелисити, как всегда. Горение, схема снаряжения у меня здесь такая. Тайминги вот такие. Я у кого-то код этот взял. Я у кого-то взял этот код. Возможно, мне нужно было составлять команду самому, но я уже не стал заморачиваться. Я не вижу смысла, потому что времени у меня на это нету, а занять... Даже если было бы время, мне кажется, я бы не смог. Ой, я бы не смог занять топ-3. Расстановка здесь вот такая. Опять же, я вообще не разбирался, как их лучше ставить. Я просто их подставил, как они есть. Ну и набивают они, соответственно, у меня плохо. 420. Призыв. Тоже плохая у меня здесь команда получилась. Схема снаряжения вот такая. Тайминги вот такие. Обращу внимание, здесь все в сопротивлении в большом. Кроме Лильванис. Потому что Лильванис дает, очищает и дает невосприимчивость Торин. Поэтому Лильванис мы здесь обеспечили отсутствие необходимости собирать сопротивление. Но при этом пришлось собирать всем остальным. Бернейт. Разилас. И, собственно, вот такая вот Лильванис. Мало критического урона, но больше у меня собрать не получилось. Вот эта вещь, я на нее потратил, я вам скажу, 187 сундуков. 187 сундуков выбора снаряжения потратил вот на эту вещь. И я потратил около 6000 хлеба. И потом все билеты, которые у меня накопились, я потратил, там было около 100. Я потратил на вампира. Знаете, что мне упало? Ничего. У меня одна там вещь упала. Плюс 3 крит шанс и без крит урона. Все. Это просто для меня, ну, это взрыв мозга, блин. Как? Как они такой рандом смогли прописать? Мерзопакостный, я просто не представляю. Человек, который прописал эту формулу. Ой, хорошего тебе настроения. Ну, питомец такой, я не знаю, есть смысл показывать. Нет, команда ужасная, набивает мало. Ледяной взрыв, схема снаряжения вот такая. Здесь у нас тайминги. Здесь у меня расстановка. Я, если честно, не помню, почему я так их расставлял. Насколько я помню, потому что она здесь раздает сопротивление. Финья, у нее здесь оно максимальное. И у всех видим, что сопротивление имеется. В том числе и у Билдель. Здесь у нас Зорек с сундуком. И здесь у нас Шина. На разломе, как обычно. Големчик у меня слабенький, но какой есть. Ну, более-менее набивают, хотя можно было бы заметно побольше. Команда неустрашимых, вроде бы моя самая удачная команда, которая не ударила в грязь лицом. Схема снаряжения вот такая. Я, кстати, ее полностью, по-моему, скопировал. Единственное, что тайминги чуть подправил. Изменил, точнее. Не подправил, а изменил. Я ее брал у китайцев. Точнее, у китайских гайдов с тап-тапа.
Вот такая вот здесь расстановка. Таривол, я не знаю зачем здесь, возможно из-за того, что там есть удары у босса, которые бьют по цели и вокруг нее. Может быть поэтому. Это единственный дальник, поэтому только его возможно брать подальше. Таривол у нас здесь вот такой. Набор талантов, там снаряжение, да, видим крит шанс, у него все как обычно. На разломе у нас Судха. Ну и, соответственно, с заливкой. С сетом кукольника. Ацилия у нас здесь с посохом. Настенка вот с таким набором талантов. Как смог, одевал как смог. Все, что смог. Здесь у нас Живеньев. Поначалу она бьет слабенько, потом ближе к концу боя за счет этого набора талантов, да, разгоняется. Ну а урон вы видели. 570 там с копейками, 580 с копейками бывает набивают. Голем тот же самый, что и у ледяного взрыва. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.